голова, туловище, термобелье, специальное снаряжение, рюкзак, техника, штуки 4 книги, что-то от головы, от живота, антибиотики, дексаметазон, трентал, какие-то капсулы, целый пакет с разными витаминами. Настоящий дворец, первый раз в такой большой палатке. По еде маленький лайфхак, бутылки фраголина, 2 штуки. Сыр пармезан, квашеная капуста от мамы, зайдет вообще на отлично. Сало у меня много, колбаса, килограмм жидкого питания, с этого будет своя польза. Друзья, привет! Мы в базовом лагере Макалу на высоте 5700. Сегодня день отдыха, и я решил записать видео о том, какое снаряжение с собой я беру на вот эту большую гору. Начнем с головы, постепенно спустимся до ног, дальше я расскажу про специальное снаряжение и про какие-то ништяки, какие-то мелочи, которые тоже у меня с собой и без каких не обойтись. Поехали! Так, голова. Начинаем сверху. Во-первых, у меня с собой примерно 5 бафов. Один вот на мне теплый, который я не снимал уже 10 дней. Второй обычный баф, который я тоже уже дней 10 вообще не снимал. Разве что сегодня на душ. Вот этот я надеваю себе по рот или по нос. Таким образом немножко предохраняясь от сгорания. Кроме этого, еще 2 теплых бафа, которые я берегу на потом. Еще один тонкий баф. Непальская шапка, которую тоже берегу на штурм вершины. Пока не одеваю, пока ограничиваюсь теплыми бафами. И такая вот балаклава, которую я пока еще не пользовался. Но я думаю, буду пробовать. Может, попробую спать в ней. Потому что ночью в палатке от -9 и ниже. И не сильно комфортно. Где-то в Катманду нашел ее. Но в принципе неплохо, только наушники выпадают постоянно. Это меня порядком подбешивает. Поехали дальше. За головой у нас идет туловище, точнее верхний слой. Я вот постарался надеть на себя все, что смог. Буду сейчас снимать и по слоях рассказывать. Первая — это 8000-я пуховка. Мармотовская парка. Я в ней уже был и на Манаслу, и на Эвересте. Проверенная, классная, теплая, тяжелая, но это уже детали. Ее мы будем использовать в лагерях выше первого и туда вверх. Второе на мне 6000-я пуховка. Спасибо Маше, что одолжила ее. Я свою забыл дома. Ее я использую уже начиная с базового лагеря. Каждый вечер одеваю поверх. Ходить в ней я скорее всего не буду вообще. Только на вечера. Так, дальше мембранная курточка Gore-Tex Pro Mountain. Тоже классная, тоже была уже со мной на Эвересте. Ее я взял для выходов выше базового лагеря на переходы. Если цена прошлой мембранки колебалась в районе $500-600, наверное, то цена вот этой мембранки $15. Пошита в Катманду. Где-то даже с нашим логотипчиком. И ее я брал для трекинга, чтобы, если будет дождь, чтобы пододеть, или будет ветер, для трекинга она вполне подходит. Опа. Так, дальше легкий пуховый свитерок, пуховая курточка. Использую постоянно, но не на переходах. На переходах под рюкзаком не хочу использовать пух. Фух, первая флиска теплая, самая теплая. Она с капюшоном. Ее я скорее всего одену на штурм, а также одеваю каждый вечер по приходу в лагерь. Тоже не на переходы. Вторая флиска тоненькая, вот ее я всегда использую на переходах и стелю на подушку, чтобы спать было на ней удобнее. Третья флиска наша сделана под эту экспедицию, Макалу Экстрим, расписана. Пока она у меня как парадная. В ней не хожу, в ней не в лагерях тоже не тусуюсь. Буду так беречь чистую, может потом пригодится. Все, дальше пошли футболки.
Термобелье. Есть у меня футболочка X-Bionic активная. В ней я прошел весь трекинг вплоть до базового лагеря. Сейчас постираю, может буду ходить и выше. Есть и регланчик X-Bionic. Его я берегу для высотных лагерей и для штурма. Ничего лучше X-Bionic я пока не нашел и прям могу рекомендовать. Пассивное термобелье по приходу в лагерь использую SmartFull. Оно с шерсти. И в принципе в нем тоже весьма комфортно. Но в данный момент я вот хожу в футболках. У меня их штук 4, наверное, разных обычных ХБшных футболки. По приходу в базлаг я одеваю футболку, потом на него флиску и уже там пододеваю пуховки. Пассивное термобелье тоже берегу на верхние лагеря. Перчатки. Их у меня 3 пары легких, вот таких монтеновских. Просто для переходов внизу, чтобы не пообгорали руки и чтобы пододеть под верхонки во время высотных выходов и штурма. Сделал себе один маленький лайфхак. Сразу после покупки поразрезал вот такую дырочку для одного пальца, чтобы можно было нормально пользоваться телефоном. Потому что какие бы ни были тач-перчатки, на высоте все равно они работают плохо. Поэтому я вот так вот оп, и спрятал нормально. Одна пара более толстых перчаток. Их я, честно говоря, не знаю, где буду использовать и буду ли. Может, где-то буду. Ну и, конечно, мармотовская парка высотные на восхождение и верхние лагеря. Очень удобно то, что тут есть внутренняя перчатка. Можно идти только в ней, можно пододеть верхонку. Из минуса то, что вместе с верхонкой ты фактически ничего не можешь сделать этой перчаткой. Даже жумар неудобно держать, это настоящее мучение. Но на те участки, где жумар не требуется, или если мерзнут руки, то, конечно, верхонку лучше пододевать. Так чаще всего я хожу просто во внутренние перчатки. Перейдем к штанам и шортам. У меня одни с собой шорты. Для того, чтобы ходить по Катманду и на первые дни трекинга тоже в них, в принципе, комфортно. Дальше есть трекинговые штаны. Их у меня 2. Хотя на самом деле хватило бы одних. Вот одни. Вот вторые. Турбатовские с вышивкой под экспедицию. Потом самая незаменимая вещь — это легкие флисовые штаны, купленные в Катманду за $4. Всегда всем рекомендую, каждый вечер в них хожу. Очень комфортно. Так, дальше пассивное термобелье, тот же SmartFull, это комплект. Активное термобелье X-Bionic. Оно компрессионные вот такие, маленькие они с виду. Тоже комплект. Дальше идут 6000-е, у меня вот мармотовские на Примолофте. И еще прихватил с собой фрамовские. Они мне дали их в прошлый раз на Амадоблам. Я там походил, думаю, возьму. Ну, мало ли что будет с одними штанами. Пускай лучше будут 2. Ну и, конечно, 8000-я мармотовская парка. Это настоящий скафандр. Когда ты в этих штанах и в курточке, тебе уже ничего не страшно. Перейдем к обуви. У меня ее не так и мало на самом деле, но не так и много. Начну с самого легкого. Это тапочки по типу крокса, какие-то порванные. Нашел у себя в бочке в Катманду. Взял с собой. На самом деле не сильно удобно то, что есть дырка, постоянно забивается снег там, где он есть. И в носках ходить и в тапочках невозможно, ноги постоянно будут мокрые. Лучше взять нормальные какие-то кроксы и не парить себе мозги постоянным снегом. Дальше у меня с собой есть кроссовки. На самом деле их я ни разу не одевал и не уверен, что одену. Взял, потому что думал, что мы будем играть в футбол в базовом лагере. Лаг, по которой заведует базлагом, скидывал фото мяча, что они типа готовятся. Я думаю, ну возьму с собой кроссовки, может поиграю в футбол. Тоже пока не сильно нужная штука. Дальше идут трекинговые ботинки, легкие. В них я прошел весь трекинг. В них можно подняться примерно до 6000 метров.
Это Бестерды новые. Что могу по них сказать? Подошва скользкая. Промокают тоже быстро, поэтому по снегу ходить у них не очень комфортно. Но если сухой трекинг, то прям прикольно и хорошо. Спасибо магазину Команда X за то, что дали на них хорошую цену. Дальше высотные ботинки. Первые высотные, в этот раз я решил поэкспериментировать и взять две пары. Посмотрел на Эвересте, многие так делают. До высоты примерно 7000 можно ходить в ботинках полегче. У меня это La Sportiva G2. Я думаю, до второго лагеря, который на 6700, 6650 расположен, я буду ходить в них. И выше второго лагеря, ого, они намного тяжелее, эти ботинки раза в два, наверное. Выше второго лагеря у меня милит Эверест, буду ходить в них. Где-то я их кошкой уже был прорвал, немножко подлатал. Маємо, що маємо. В общем, в чем фишка брать две пары высотных ботинок? В принципе, размер груза, который прибывает в базлах, для нас не ограничен. А ходить до второго лагеря в ботинках, которые легче, намного проще. Конечно, тратишь значительно меньше сил. Ну и сразу скажу по носках, у меня тут все просто. Есть катмандушные трекинговые носки, $1,5–2 стоят. Пар 7 я таких взял, в них буду ходить, наверное, вплоть до второго лагеря, может и до третьего. Ну, то есть максимально буду в них ходить. И есть супер теплые трекинговые носки, которые уже стоят около $30. Это на восхождение, на Summit Day. Зачем-то я их взял с собой 7 штук. Сколько нашел Катманду, столько взял. Хотя по сути одной пары должно их хватать. Да, чуть не забыл, чуни. Есть у меня вот чуни монтановские, в которых я сейчас сижу и в которых постоянно хожу. Незаменимая вещь в лагерях. Вы видели мои тапочки, в носках невозможно, потому что забивается снег, а чуни не промокают. Ну, по крайней мере, намного более непромокаемые, чем носки. То есть в них я хожу постоянно. Есть еще высотные фрамовские полные бахилы. Их я, скорее всего, буду использовать после второго лагеря. Можно будет наверх на эти чуни надеть бахилы и так ходить себе между палатками. Друзья, пока записывал, сел телефон, и у нас тут надвигается снегопад, поэтому продолжим быстро. Специальное снаряжение. Первое это каска, ничего особенного. Ледоруб тоже какой нашел, БДшный, тяжелый, конечно, можно было полегче, но какой уж был у меня в Непале. Трекинговые палки. Взял 3 штуки. Одна очень легкая, одну такую я где-то на Мадобламе потерял. Если нету снега, пользуюсь ей. И 2 обычных катмандушных китайских с снежными кольцами. Их уже использую там, где снег. Так, что тут у меня дальше лежит? Система Blue Ice. Она чрезвычайно легкая, и главное, что ее можно одеть вообще не снимая ботинок, ничего. Пояс застегнул, пристегнулся, все, ты в системе. К системе идет штук 5 карабинов, солорез, надеюсь, только солорез, спусковое устройство типа стакан, жумар. Это все, что нам пригодится со специального снаряжения на Макалу. Дальше что у меня лежит? Кошки. Обычные БДшные кошки, полуавтоматы. Ничего особенного в них тоже нет. Маска кислородная. В этот раз я купил для себя Summit Elite. Фишка этой маски в том, что вот так вот надо. В том, что регулятор находится спереди, и ты сам можешь себе регулировать подачу кислорода. Конечно, в том случае, если им пользуешься. Ну, пускай будет, на всякий случай буду носить. Фонарики 2 штуки. Обычный фонарик налобный, ничего особенного для трекинга. И второй фонарик для штурма. Вот на этот я бы уже обратил внимание, потому что очень моя сильная рекомендация брать фонарик с выносным блоком для питания. Когда вы фонарик надеваете себе на лоб, а блок питания засовываете куда-то во внутренний карман. Фонарик не перемерзает и хорошо работает. Потому что вот этот на Манаслу у меня 2 раза за 4 часа сел или за 5 часов
на новых батарейках. Ну, никуда не годится на штурм, а вот такой работает исправно. Вот на высоту очень рекомендую. Так, что еще? Еще у меня есть горелка Сота. Спасибо магазину Эль Капитан, дали мне ее потестить, посмотреть. Она мультитопливная. На самом деле она мне не сильно нужна на Макалу, потому что мы всем тут обеспечиваемся. Но я возьму с собой ее, наверное, под 7000 где-то туда и посмотрю, как она работает. Сота лучшие горелки, по моему мнению. Всегда готов их брать. Так. Еще со мной лежат тут маски. Две маски я на этот раз взял, помятуя случай на Эвересте, когда одну маску у меня сдуло, я схлопотал снежную слепоту. Одна это Джилбо с переменным фактором защиты 2.4. И вторая Оакли с фактором 3. Ну и, конечно, солнцезащитные очки, они тоже хамелеоны, тоже переменный фактор 2.4 защиты. По специальному снаряжению, пожалуй, все. Пойдем дальше. Так, поехали дальше. Рюкзак. Рюкзак у меня на 50 литров, максимально легкий, но в этом есть и минус. У него совершенно нету внешних карманов. И все на вот таких застежках металлических. И когда он полностью наполнен, то еще можно ими пользоваться и что-то цеплять с внешней стороны. Но когда ты что-то достаешь, застежки зачастую саморастебаются и может улететь то, что ты прицепил. Поэтому я бы хотел его поменять перед этой экспедицией, но что-то не было времени. Не стал менять. Коврик. Коврик экспедовский. Важный фактор. Обращайте внимание, чтобы был мешок, которым вы можете его надуть. Потому что ртом надувать на высотах после 7000 вообще нереально. А мешком очень хорошо. Попробуйте сразу в магазине, как это будет работать. 3 спальника у меня с собой. Один шел со мной на трекинге, второй тоже в базлах. Один на -4, там -9, второй он -2, но уже старенький, потрепанный. В базлаге в палатке -9 в середине, и я планирую использовать их оба. В этом буду спать, этим укрываться сверху. И мой здоровенный экспедиционный спальник, он действительно кайфовый, на -25 Mountain Equipment. Сегодня я спал в нем в базлаге, очень хорошо. Потом подниму его выше на лагеря, которые находятся на горе. Техника. У меня с собой ее много. Спутниковый телефон, потому что нету здесь ни интернета, ничего. Время от времени, чтобы отзваниваться на большую землю. Спасибо Никитосу за него. Вчера звонил, все работает. Дальше GPS Garmin. В основном для того, чтобы писать трек. Думаю отдать ему, моему шерпе, который будет подниматься со мной. Это тяжелый. Еще у меня есть спот. Это трекер. И вы сможете отслеживать мое перемещение. И по прибытию в лагеря я буду нажимать кнопочку ОК. Будет приходить сообщение на почту, на страничку в Фейсбуке. И есть кастомные сообщения, которые у меня забито Summit Success или что-то такое. Надеюсь, мы им воспользуемся. Так, еще у меня есть наручные часы Saunto Gambit Ambit Peak 3. Их я взял, чтобы отслеживать свои показатели и тоже, чтобы писать трек. Мне нравится, как они это делают. Колонка Dжилбо, чтобы была музыка. На самом деле тоже не уверен, буду ли использовать. 5 разных павербанков у меня с собой. С зарядкой тут все не так хорошо, как я ожидал. И они прям все нужны. Также с собой вот в чехле макбучик. Если все-таки с зарядкой у нас наладится, смогу коротать время за ним. Кроме этого, смогу вот все видео, которые записываю, потом перебирать и сортировать уже непосредственно здесь, в базовом лагере. Делать-то тут особо нечего. Что, кроме этого, у меня есть солнечная батарея, которая сейчас стоит, заряжает iPhone. Для съемки видео я использую 2 iPhone, это 7 и 10.
Fujifilm X-T3 фотоаппарат. Очень классный. Взял с собой два объектива. Один маленький 27 мм фикс, второй побольше. Zoom 17-135 или что-то в этом роде. Кроме этого, GoPro Black. GoPro 7 Black. Спасибо, Лехе, за то, что дал со словами: ну ты же вернешься. Конечно, ко всему этому есть какие-то крепежи, два штатива. Ну, короче, и штук 5, 3 на GoPro и 4 на фотоаппарат запасных аккумулятора я взял с собой. Надеюсь, мне всего этого хватит, и я смогу записывать видео постоянно. Хотя вот уже при записи конкретно этого видео телефон сел, пришлось сделать паузу, подзарядить его немножко. С собой еще у меня штуки 4 книги. Две из них о горах. Это Макалу и К2. Тематически. Одну я нарыл у нас на складе в Катманду. Вообще не знаю, что это за книга. И одна від хорошего до величного о развитии больших компаний. Буду понемножку почитывать. Кроме этого, в телефон закачал еще штук 4-5 книг. Недавно прочитал, кстати, история создания Nike, Фила Найта. Очень классная, всем рекомендую. По аптечке. Она у меня не сильно большая на самом деле. В основном там что-то от головы, от живота, антибиотики, дексаметазон, трентал, какие-то капсулы. Кроме этого, взял с собой стрепсилса, катмандушных пластинок. Штук 5, наверное. Часто именно горло болит, на высоте нужно много-много пользоваться. Потом крем от загара, им тоже нужно очень часто пользоваться. У меня 3 тюбика на всякий случай. И бальзам для губ. Тоже взял с собой 3 тюбика, тоже на всякий случай, чтобы было. Кроме этого, у меня есть целый пакет с разными витаминами. Тут в основном витамины группы В. Мы прошли исследования в Эдем-резорте до экспедиции. И нам сказали, что очень много не хватает. Поэтому штук 8 разных витаминов я принимаю 2 раза в день. Витамины группы В, омега-3, еще какие-то, Q10 для суставов. И, короче, много всего. Раньше я так никогда не делал, но посмотрим, может, с этого будет своя польза. По еде. На самом деле я пользуюсь полным сервисом, и он подразумевает полное питание. Как на треке, в базовом лагере, так и выше, там на горе. Но, тем не менее, с собой я набрал кучу всяких вкусностей, без которых не обойдусь. Начнем. Бутылки фраголина. 2 штуки бутылки фраголина маленькие у меня. Пару баночек печени трески. Пару горчицы. Сыр пармезан, который покрылся плесенью. И пару пакетиков M&M's, которые порвались, и с них все высыпается. Это был первый пакет. Второй пакет уже посолиднее. Что, здесь у меня квашеная капуста от мамы. По маминому рецепту она передала. Я решила, почему не взять. В базлаге зайдет вообще на отлично. 2 банки у меня таких. Сгущенка тоже 2 банки взял с собой. И сало. Сало не только в этом пакете. Сала у меня много. Без сала нечего делать в горах. Немножко конфет Рошен. Все-таки, как по мне, самые лучшие конфеты, которые есть, это именно Рошен. Еще один пакет, тоже полный сала запечатанного. Сегодня надо будет провести ревизию, как оно сохранилось. Колбаса. Здесь пастила фруктовая. Еще большая пачка шоколадного M&M's. Ой, мы пришли к рыбе. Сушеная рыба, кальмары с морепива. На самом деле без рыбы сушеная тяжко на горе. Есть еще и целые плотвички. Я их в бумагу позаворачивал. Сегодня начну их подъедать. О, тоже передачка сушки от мамы, яблоко сушеные и грецкие орехи. Кроме этого, у меня еще есть целая пачка фисташек и еще каких-то орехов. И вот спасибо Косте огромное, передал целый пакован кедровых орехов. Думаю, они самые лучшие на высоте и зайдут просто на отлично. Что еще? Есть килограмм жидкого питания, пиранин
Суть этого питания в том, что оно содержит все необходимые нам элементы, ты просто разбавляешь его теплой водой и запиваешь. На высоте после 7000 что-то твердое проживать фактически невозможно, вообще не лезет, не хочется. А вот выпить ты можешь, поэтому вот это питание я возьму с собой, наверное, на второй акклиматационный выход и на штурм. Посмотрим, как оно будет работать. В принципе, по еде все. И еще есть, конечно, там десяток шоколадок, которые я взял и буду подъедать на пути. Никаких протеиновых батончиков у меня нет, и, наверное, это плохо. Но как-то не подумал про них, ничего страшного. И тем более гелей. Гелей тоже нету. Буду без гелей. Есть еще пара мелочей с собой. Например, кружка кулуаровская, наша фирменная. Ее я хочу поднять на вершину. Несколько флагов, с которыми буду фотографироваться. Влажных салфеток пачек 5 или 6. Чтобы, когда не было душа, хотя бы ноги там протереться было комфортнее. Чтобы вы понимали, у моего шерпы есть дезодорант, а у меня нету. И, наверное, по снаряжению это все. На самом деле на запись этого видео я потратил более 2 часов, может даже по 3. Постоянно все берешь с палатки, подносишь на камень, переносишь, сам все ходишь, включаешь. Одному это делать очень тяжело, но надеюсь, оно было вам полезным, интересным. И я очень рад, что я таки его записал, что еще не начался снег, хотя он уже по чуть идет небольшой. Мы вложились по времени. Друзья, всем спасибо. Ходите в горы, это очень классно. И помните, что это лишь мои рекомендации по снаряжению. У каждого есть свой опыт. Вот Андрей Вергелис, кстати, записал перед восхождением на Лхотсе. Он сейчас тоже на восхождении на Лхотсе параллельно со мной. Тоже записал классное видео, где рассказал о том, какое он берет снаряжение. Я вот оставлю ссылочку сверху. Можете просто посмотреть и сравнить, кто что берет. Оно у нас немножко отличается. Все, всем пока, до скорого. Друзья, чуть не забыл по списку снаряжения, еще палатки же есть. Все дело в том, что у нас они входят в стоимость, и мне вообще сделали штук 5 палаток. Вот они такие с логотипчиком Кулуара. 3 чуть поменьше вот стандартных, там вдалеке видно, и 2 больших. Теперь у меня на одного 5 палаток. Конечно, кто-то другой уже будет их использовать. Но я просто покажу размер этих палаток. Он действительно огромен. Вот я выбрал большую. Я могу заходить сюда в палатку, немножко преклонившись, и фактически стоять в ней почти. Вот. Видите, какая она огромная. Настоящий дворец. Первый раз такой большой палатки. Здесь у нас вот матрас, подушка есть. В общем, места хватает. Можно развести настоящий беспорядок. И все равно места хватит на все. Вот так вот. Все. Теперь точно по снаряжению закончили. Если, конечно, я чего-то еще не забыл.